Чаще всего в легендах о призраках фигурируют старинные дома или заброшенные здания. Но сегодня я решил вспомнить совсем другую историю, полувековой давности, связанную с миром авиации, а также разобраться, какие потусторонние сущности обитают в салонах самолетов. И главное, чего они хотят от живых пассажиров и членов экипажа. Согласно статистике Национального совета безопасности США, шансы любого из нас погибнуть в авиакатастрофе составляют 1 к 9821. Именно поэтому самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. Современные авиалайнеры не только позволяют нам путешествовать с максимальным комфортом, но и сводят к минимуму все неприятные ощущения от полета. Вспомните, с какими неудобствами вам доводилось встречаться в самолетах. Большинство людей ответят турбулентность, и лишь немногие смогут вспомнить действительно странные или мистические случаи, которые произошли с ними во время полета. А вот 50 лет назад среди пассажиров и работников Ester Airlines гуляло множество подобных историй. Например, в середине 70-х годов пассажирка этой американской авиакомпании заметила нечто необычное. Когда она садилась в самолет, место рядом с ней было свободным, но в середине полета на нем внезапно появился мужчина в авиационной форме. Девушка удивилась, но решила поговорить с ним. «Скажите, пожалуйста, вы случайно не пилот?» Учтиво поинтересовалась она. Но мужчина ничего не ответил. Он продолжал неподвижно сидеть на месте, уставившись в одну точку перед собой. Пассажирке стало не по себе, и она позвала стюардессу. Теперь уже две девушки смотрели на странного мужчину, задаваясь вопросом: кто он такой, откуда здесь взялся? Но прежде чем стюардесса успела сказать хоть слово, мужчина растворился в воздухе, словно призрак. Пассажирка вскрикнула от ужаса, затем обернулась к стюардессе и произнесла: «Я что, я сошла с ума? В таком случае мы оба тронулись рассудком», — ответила она, не менее шокированная произошедшим. Стюардесса больше не стала ничего говорить пассажирке, которая уже была на грани истерики, но когда самолет приземлился, она призналась коллегам, что узнала в том мужчине пилота Ester Airlines, Роберта Лофта. Казалось бы, что тут странного? На первый взгляд ничего. Вот только Роберт погиб в авиакатастрофе за несколько лет до этого. И это был далеко не единственный случай встречи с призраками на суднах Ester Airlines. Руководство авиакомпании отказывалось верить в эти паранормальные истории, называя их бредом. Но их становилось все больше, поэтому Ester Airlines пришлось принять меры. Однако прежде давайте вернемся в 1972 год и узнаем, с чего все начиналось. Роковой полет рейса 401. Около полуночи 29 декабря 1972 года самолет L-1011 Tristar авиакомпании Ester Airlines, совершавший рейс 401 по маршруту Нью-Йорк-Майами, готовился приземлиться в аэропорту Флориды. Это был новый широкофюзеляжный лайнер, один из самых популярных и автоматизированных на рынке коммерческих авиаперевозок 70-х годов. За штурвалом находился 55-летний Роберт Лофт, опытный пилот-ветеран, проработавший в Ester Airlines более 30 лет. Вести самолет ему помогали второй пилот Альберт Джон Стокстилл и бортмеханик Дональд Репо. Полет проходил без происшествий, поэтому все члены команды находились в хорошем настроении, начиная предпосадочную подготовку. Капитан приказал выпустить шасси, и второй пилот ввел в соответствующую команду в бортовой компьютер. Послышался привычный шум гидравлики, приводящий в движение стойки шасси, но неожиданно Стокстилл заметил нечто тревожное. На приборной панели перед ним горели две лампочки. Свидетельство того, что боковые стойки выпущены. Но третья лампочка, сигнализирующая о том, что переднее шасси зафиксировано, так и не зажглась. Это потенциально опасная ситуация, которая может привести к тому, что при приземлении самолет сядет на брюхо, а затем развалится на части и воспламенится. И второй пилот это прекрасно знал. Он поделился своими опасениями с другими членами экипажа, и они начали думать, как разрешить эту проблему. Им нужно было понять, что именно сломалось. Лампочка. Если лампочка, значит все шасси выпущены и можно садиться. Или передняя стойка шасси, и тогда у них аварийная ситуация на борту. Но как это выяснить?
Чтобы выиграть время, Лофт попросил разрешения у диспетчера прервать посадку и отправиться на второй круг. Диспетчер дал добро, назначил самолету новый курс и сказал придерживаться высоты 2000 футов. Это 600 метров над землей. Капитан подтвердил полученные данные и передал управление автопилоту, который должен поддерживать заданный маршрут, пока команда разбирается с неполадкой. Члены экипажа несколько раз пробовали убрать и выпустить шасси, вынуть лампочку из приборной панели и поставить обратно, но результат не менялся. Две лампочки горят, одна нет. Затем бортмеханик спустился в приборный отсек, чтобы попытаться разглядеть через маленькое смотровое окошко переднюю стойку шасси, но увидел лишь кромешную темноту ночи. «Столько проблем из-за какой-то копеечной лампочки», — со вздохом произнес капитан. К сожалению, он не подозревал, что пока команда разбиралась с лампочкой-индикатором, которая действительно стоила всего $12, автопилот отключился, и самолет стал медленно снижаться, удаляясь от аэропорта. Как показало дальнейшее расследование, после ухода на второй круг кто-то из кабины пилотов случайно задел штурвал. Это привело к отключению автопилота и постепенно потере высоты. Члены команды долго не замечали этого, стояла темная безлунная ночь. Огни аэропорта остались вдали, а все внимание пилотов было сконцентрировано на неполадке с лампочкой. Они поняли свою ошибку только за несколько мгновений до фатального падения. «Мы ведь все еще на 2000 футов, так?» – обеспокоенно спросил второй пилот, заметив страшные данные на бортовом альтиметре. «Эй, что происходит?» – озадаченно произнес капитан. В следующую секунду самолет на скорости почти 370 км в час упал в болото в 30 километров от аэропорта и разрушился на несколько частей. В этой катастрофе погибло 99 человек, в том числе второй пилот Джон Стокстилл, борт-инженер Дон Реппо и капитан Роберт Лофт. 77 человек выжили. Национальный совет по безопасности на транспорте заключил, что основной причиной крушения стал человеческий фактор. Пилоты так увлеклись решением незначительной проблемы, что забыли об управлении самолетом. По сути, не совсем забыли, но слишком сильно понадеялись на автопилот. И, наконец, самым печальным открытием расследователей стал тот факт, что единственным прибором, вышедшим из строя во время рокового полета, стала лампочка-индикатор. Она действительно просто перегорела, а все стойки шасси были выпущены и зафиксированы. Пойми это, пилоты, быстрее, самолет приземлился бы в аэропорту Флориды без происшествий, и 99 жизней были бы спасены, но случилось то, что случилось. Однако катастрофа рейса 401 принесла и полезные изменения в мировую авиационную практику. После нее было введено строгое правило, известное как One Head Up. Оно заключается в том, что в любой внештатной ситуации один член команды должен следить за полетом, пока остальные разбираются с проблемой. Мистические последствия трагедии. Словом, даже из такой ужасной катастрофы мировое сообщество смогло извлечь важный урок. Но руководство Ester Airlines пошло еще дальше. Сумев извлечь финансовую выгоду, точнее хорошо сэкономить, как ни странно, многие детали упавшего самолета сохранились в хорошем состоянии. Поэтому авиакомпания решила поставить их на другие аналогичные суда своего авиапарка. Больше всего деталей с упавшего самолета, в частности радиоэлектронное и кухонное оборудование, досталось L-1011 Tristar под бортовым номером 318. И по стечению обстоятельств именно с этим лайнером оказалось связано больше всего мистических происшествий. Вскоре после трагедии рейса 401 бортпроводники и пилоты Ester Airlines стали замечать что-то странное во время полетов на других самолетах Tristar. Сначала они чувствовали чье-то незримое присутствие, необъяснимый холод и сырость в кухонных отсеках. А затем им начали являться призраки бывших коллег Дона Реппо и Роберта Лофта. Стюардессы сталкивались с ними, открывая дверцы кухонных шкафчиков. Пилоты замечали их отражение на экранах бортовых компьютеров. При этом некоторым счастливчикам даже удалось перекинуться парой фраз с нематериальным воплощением бортмеханика Дона Реппо. Он всегда выглядел очень доброжелательным и был рад обсудить техническое состояние авиасудна. Однако недолго, он никогда не задерживался, успевая произнести всего несколько слов, прежде чем раствориться в воздухе. Призрак капитана Роберта Лофта не был таким многословным. Порой он появлялся в салоне или кабине пилотов, молчаливо наблюдая за работой своих коллег. Впрочем, пассажиры Ester Airlines
оказались вовсе не в восторге от встреч с погибшими пилотами на борту. В лучшем случае это заканчивалось истериками, в худшем – жалобами руководству. Ester Airlines пытались замять ситуацию, боясь испортить свою репутацию. Но истории о призраках с рейса 401 уже подхватили СМИ, а в 1976 году даже вышла книга Джона Фуллера с аналогичным названием. Поэтому отрицать наличие потусторонних сущностей на самолетах TriStar больше не было никакого смысла. А значит, нужно было понять, как от них избавиться. Пока руководство Ester Airlines ломало голову над этим вопросом, сотрудники компании пытались наладить контакт с призрачными Доном Реппа и Робертом Лофтом, но делать это нужно было крайне осторожно, ведь как знать, что может быть у них на уме? Желают ли они добра своим коллегам или предвещают новые катастрофы? Как-то раз бортмеханик Ester Airlines, намеревавшийся провести предплановую проверку всех систем самолета, поднимался по трапу, как вдруг столкнулся с мужчиной в форме своей авиакомпании. Незнакомец улыбнулся ему и сообщил, что уже проинспектировал авиасудно, и оно готово к вылету. И тут бортмеханик узнал лицо этого мужчины. Перед ним стоял Дон Реппа, точнее его призрак. Но не успел бортмеханик открыть рот, чтобы ответить ему хоть что-то, как Реппа исчез. Все системы самолета действительно оказались в идеальном состоянии, как и сказал Дон. Спустя некоторое время стюардесса разогревала еду в кухонном отсеке самолета TriStar и заметила, что на одной из плит горит сигнал перегрузки цепи. По внутренней связи она попросила бортмеханика подойти на кухню, чтобы исправить поломку. Но не прошло и минуты, как ее просьба была исполнена. Мужчина в форме Ester Airlines появился в дверном проеме и направился к плите. Он быстро починил неисправность и удалился без лишних слов. Стюардесса продолжила готовить еду для пассажиров, но неожиданно услышала шаги позади себя. В кухню вошел еще один бортмеханик и спросил, что случилось с плитой. Девушка была сильно удивлена. Кем же тогда был предыдущий мужчина в авиационной форме, который приходил раньше? Позже ей показали фотографию Дона Риппа, и она с полной уверенностью заявила, что именно так выглядел мужчина, починивший плиту. Порой пассажиры TriStar по громкой связи слышали напоминания о необходимости пристегнуть ремни и разъяснение других правил безопасности. Это не казалось чем-то сверхъестественным, ведь члены экипажа всегда инструктируют пассажиров о подобных вещах. Вот только никто из стюардов и пилотов, находящихся в самолете, не делал этих объявлений. Некоторые члены команды рассказывали, что голос, звучащий в динамиках, напоминал им голос бывшего коллеги капитана Роберта Лофта. А однажды призрак Дона Реппа даже помог предотвратить неминуемую катастрофу. Во время одного из полетов капитан TriStar получил предупреждение от сидящего позади него бортмеханика о возможной неисправности в электросети, которая может привести к пожару на борту. Пилот проверил показания приборов и понял, что неисправность действительно была. Он устранил ее и позже повернулся к бортмеханику, чтобы поблагодарить его за проявленную бдительность, но его место пустовало. Через несколько минут дверь кабины открылась, и в нее зашел настоящий бортмеханик этого рейса. Выяснилось, что он отсутствовал некоторое время и ничего не знал о неисправности электросети. Так кто же был ангелом-хранителем, спасшим самолет? Капитан ни минуты не сомневался. Это был погибший Дон Реппа. Коллеги вспоминали, что Роберт Лофт и Дон Реппа при жизни были хорошими людьми, которые ответственно относились к своей работе и безопасности пассажиров. Некоторые высказывали предположение, что они не могли обрести покой, потому что винили в себя в случившемся с рейсом 401. Поэтому их призраки продолжали появляться на самолетах TriStar, оберегая членов экипажа и пассажиров. У медиумов было еще одно объяснение происходящему. Они считали, что материальные объекты, ставшие частью катастрофы, хранят энергетику трагедии 1972 года. Как мы помним, многие детали упавшего TriStar были поставлены на другие самолеты авиакомпании. И по мнению экспертов, работающих с паранормальными явлениями, именно они притягивали духов погибших. Жизнь после жизни. Слухов и разговоров о встречах с призраками погибшего экипажа на лайнерах TriStar в какой-то момент стало слишком много. И в 1974 году президент Эстерн Фрэнк Борман, спасая репутацию компании, пригрозил всем сотрудникам, распространявшим этот мусор, увольнением. В рамках этого грозного предупреждения все страницы бортжурналов, где описывались встречи с Риппа и Лофтом, были удалены. Кроме того, Эстерн
перестал использовать детали погибшего 310-го борта на других самолетах. Кстати, демонтаж и замена запчастей обошлись компании недешево, но, видимо, игра стоила свеч. По слухам, в ходе ремонтных работ медиумам удалось установить контакт с Рипо. Экстрасенсы якобы убедили бортинженера окончательно уйти в другой мир, ведь в этом его миссия уже была выполнена. Дональд будто сопротивлялся, но в конце концов согласился и даже поблагодарил медиумов за помощь в принятии решения. Заодно он пообещал, что ни один Тристар не упадет на Землю до 1980 года. С тех пор больше никто не встречался с призраками рейса 401, а Тристары действительно летали без катастроф до 1980 года. Но потом везение кончилось. Только за 12 лет с 1980 года по 1992 год в результате крушения этих самолетов погибло 450 человек. И кто знает, если бы призрак Рипо остался в этом мире, возможно, трагедии удалось бы избежать. В 1976 году в свет вышла книга Джона Фуллера «Призрак рейса 401», на страницах которой автор заявил, будто компания Эстерн пытается скрыть сам факт паранормальных явлений, происходящих на бортах ее самолетов. Руководство компании не стало подавать в суд на Фуллера, справедливо рассудив, что тем самым они только разрекламируют его. Искупить вину. Все, кто встречался с призраками Лофта и Рипо, отмечали, несмотря на то, что от них веяло могильным холодом, они не выглядели зловеще. Борт-инженер еще и оказывал техническую помощь. Рипо навещал мир живых особенно часто, а значит, и на том свете его мучила совесть, и душа не могла найти успокоения. Он всеми силами пытался искупить свою вину. Явившись однажды к пилоту сообщить о неисправной гидравлике, призрак добавил, что никогда не допустит, чтобы хотя бы один самолет разбился.